Да спи, я тебе что, мешаю? Просто без тебя как-то видео начинать уже непривычно. Скажи всем доброе утро, 3 июня. Не в настроении ты, да? Ну ладно, отдыхай, пока. Ох, сегодня дурацкий день. Уже почти 4 часа, я только вышел сейчас, и то не гулять, а бегу по делам. В общем, с самого утра начались приколы. Пишет мне жена в 10 часу: ты почему не пошел на термин в джоб-центр? Типа мне 2 раза звонили, ты должен был прийти сегодня на 9:30 в джоб-центр. Я в шоке, впервые слышу об этом. Давай смотреть в кабинет. Ну, там в джоб-центре есть, короче, приложение. Никаких вызовов, ничего нету. Ну, говорю ей: жена, успокойся. Как бы меня никто не вызывал. Если что, какая-то ошибка. Она говорит: мне 2 раза звонили. Сначала одна женщина, потом вторая. Вот ты не пришел. Ну, она еще на занятиях, как бы сильно там не распространялась. В общем, в WhatsApp мне писала все. Ну, я написал своей фрау-оператору, мол, так и так, что случилось, мы же с вами встречались неделю назад, зачем вызываете, почему не было никаких уведомлений. Ну и все, как бы жду от нее ответа. А еще в чем прикол, у меня нету номера. То есть почему же не звонили? Потому что у нее немецкий номер, и, соответственно, я у них там как бы за этим номером закреплен. Я когда у оператора был, она мне сказала, говорит: ну, тебе бы надо свой номер уже завести. Я говорю: ну да, уже, наверное, надо. Ну, как бы не спешил с этим. Она там сказала мне, что есть в Германии предоплаченная карта, не обязательно контракт. Ну, так как я ей объяснил, что у меня есть украинский номер, он очень выгодный, как бы мне никто не звонит в Германии, зачем, типа, я буду деньги тратить. Она: да, мол, понимаю, ну, смотри, что там, купи этот предоплаченный, да и все, и он там будет у тебя 10 евро лежать год там, и все. Вот, ну, я думал этим заняться, но пока еще не дошел до этого. Ну и, в общем, пока я весь в раздумьях за этот номер, там посмотрел, почитал немного в интернете про них, поспрашивал чата GPT. В общем, так понял, что нужно идти в Aldi и покупать эту карту. Там 10 евро она стоит или что-то такое. Вот сейчас пойду. Ну и пока я все это дело изучал, занимался своими делами сегодня, уже в обед приходит сообщение, что вам едет посылка, служба UPS. Ну, это редкая служба, в основном Hermes или DHL, а это UPS. Ну, думаю, ладно. И написано: доставка с часу до 3. Обычно я уже там во 2 часу выхожу гулять. Думаю, раз редкая служба, лучше бы ее дождаться. DHL или Hermes, они оставляют в ящике уведомление, что вам была посылка, там подъедем тогда-то, тогда-то. А как этот UPS работает, ну, я не знаю. Поэтому решил, думаю, дождусь уже этой посылки. Сейчас еще по номеру поэтому поразбираюсь телефонному. И потом уже пойду гулять. Ну, в общем, жду. Уже и жена вернулась. А их все нету. Ну, теперь я хотя бы могу уйти, потому как есть кому посылку получить. Да, но это же еще не все. Получается, где-то после часа уже жена звонит, говорит: тебе звонит оператор. Не дозвониться. На украинский мой номер, наверное. Попросила, чтобы ты ей перезвонил срочно. Ну, говорю, хорошо. Думаю, раз так срочно, посмотрел, ответа нету на письмо на мое. Набираю с этого украинского номера моего, который в роуминге. Не знаю, там сколько это стоит, либо бесплатно, либо, в общем, какие-то деньги, наверное. Ну, в общем, неважно уже. Думаю, раз что-то серьезное, там, наверное, мне депортация, короче, лишение пособия, все дела. Ну и получается, я ее набираю, говорю: здрасте, а что случилось? Она говорит: да тебе же это не я звонила, а с вот этих вот курсов, которые мы тебя записали, там 5-недельные. Это, наверное, они хотят, чтобы ты к ним пришел. Говорю: отличный B2 у моей жены, раз она не поняла, это с 2 попыток, да, с 2 разными людьми разговаривала. Она, ну, типа, посмеялась. Говорю: ладно, я же вам письмо написал. Она говорит: да я вот только что ответ тебе отправила. Ну, думаю, вообще класс. Не дождался 2 секунды, потратил деньги. В общем, прикол в чем? Эти друзья с этих курсов отправили мне, видимо, письмо. Они потом тоже еще раз жене звонили и говорят: мы не дозвонимся на тот номер, что вы нам дали в WhatsApp.
нету с ним связи, мол, пускай приходит завтра к нам в 11. Вот, и получается, что они сказали, что они отправили мне приглашение типа на термин вот сегодня на 9:30, а я ж негодяй не пришел. Ну, и не пришел я почему? Потому что, естественно, письма никакого нафиг не было. То есть я не знаю, сколько там дней прошло после отправки этого ихнего термина, но никакого письма нет. И сегодня жена тоже почту проверяла, тоже ничего нету. Это я имею в виду письма не электронные, а физические, которыми они так любят здесь в Германии обмениваться. Но что-то они работают совсем плохо. Не знаю, когда оно теперь придет с этим приглашением, но немножко поздно. В общем, вот такой вот кипиш на пустом месте называется. Всех передергали, никто ничего не понимал. В итоге вот оно что, меня вызывает. Не прошло и 2 недели. Ну, пойду завтра узнаю, что там к чему. Это называется «На ловца и зверь бежит». 2,99 стартовый пакет, который стоит обычно 10. Ну, 9,99. Сейчас какая-то акция в Aldi до 15 июня. И вот такая шара. То есть, если все окей, то я за 3 евро получу год связи. Ну, в каком формате? То есть, мне смогут звонить, я смогу звонить на эту 10. Но через год я должен пополнить там... В течение 2 месяцев, еще дается 2 месяца каких-то, если я, короче, пополню в течение этих дополнительных даже 2 месяцев на 5 хотя бы, то мне продлят его еще длительность на 4 месяца. И так каждые 4 месяца можно по 5 добавлять. Ну, то есть год еще 15 евро. Вот, я сейчас попробую, ну, активировать это надо через программку их, Aldi Talk, и там... Паспорт нужно показывать как-то через видеозвонок или я не знаю. Ну, в общем, смысл такой. Если у меня сейчас получится с этим номером все, активировать его, все дела, я тогда, наверное, еще до конца акции куплю еще таких минимум 1 или 2. То есть у меня получится на 10 3 номера, которые я последовательно буду активировать в течение там какого-то периода. Ну, или будут просто валяться, не такие большие деньги, а мало ли пригодится. Здесь, ветер. Здесь ограничений в Германии нету особых, там типа хоть 10 номеров можешь иметь, ну, насколько я знаю. Но тем не менее, можно будет потом перенести номер с первого на следующий и так далее, и так далее. То есть будет еще супер экономия. Мне невыгодно совершенно переходить на немецкую связь, потому как пока роуминг в Украине работает у Водафона, мне этих 10 гигабайт хватает. Я плачу в месяц что-то около 300 гривен, это по нынешнему курсу, ну, меньше 10 евро. А здесь самый дешевый пакет, насколько я знаю, тоже что-то стоил для украинцев 10, но, наверное, уже его сейчас нету. То есть мне выгоднее на своем оставаться пока что в родном украинском пакете, а потом будем посмотреть. Ну, вот так вот, пока что решение такое. Ну что, я, в общем, долго мучился и, наконец-то, активировал эту сим-карту. Теперь у меня есть немецкий номер телефона. Осталось еще приложение активировать для управления этим номером. Но так, в принципе, уже могу принимать звонки и звонить. И я хочу на этот номер еще открыть немецкую банковскую карту, так как у меня ее нету до сих пор. Я обходился, опять-таки, номером жены банковским. Туда мне приходит пособие. Вот, я не хочу, чтобы оно приходило на мою карту, просто хочу, чтобы у меня была карта, мало ли что, просто немецкая. Пускай там с нулевым балансом, поищу, посмотрю, какие есть тарифы выгодные. Я так думаю, на Чек24 у них был свой банк C24. Вот, мне кажется, это будет оптимальный вариант. Ну, не знаю, в общем, буду искать. Вот такие новости сегодня. Денек был, конечно, интересный, стрессовый немножко. Ладно, до завтра.